Всем привет! И в этом обзоре мы поговорим о топовом, почти топовом роутере от компании Xiaomi, а именно AX6000. Девайс может поддерживать подключение до 248 устройств, имеет современный процессор Qualcomm IPQ508, 512 мегабайт оперативной памяти. Да, он не совсем топовый, топовый на данный момент AX9000, но скажу откровенно, я сейчас не вижу смысла за него переплачивать. И давайте детально разберем AX6000, познакомимся с его возможностями, проведем тесты скорости, дальности и сравним его с другими роутерами. Поставляется роутер довольно большой коробки. Я бы сказал, это самая большая коробка с роутера, которую я вообще видел. На задней части у нас описаны возможности и технологии работы. А именно поддержку Wi-Fi 6, поддержку Mesh сети, он же бесшумный роуминг между Wi-Fi точками, используя самую передовую технологию высокоскоростной передачи 4QAM. Внутри находится сам роутер, блок питания, метровый Ethernet кабель и небольшой мануал на китайском языке. Блок питания с китайской вилкой выдает 12 вольт и 2 ампера. Не слабо, в принципе, как для роутера. Ethernet кабель самый обычный, 5-й категории. Отличий от кабелей из других роутеров я особо и не заметил. А вот и наш герой обзора без транспортировочной пленки. Выглядит, конечно, он, как по мне, очень стильно и футуристично. На роутерах Xiaomi мы часто знаем, что название модели и прочее можно прочитать только на наклейке в нижней части роутера. В этом же роутере Xiaomi решили выделить устройство его возможностью надписью на передней части. На всей нижней части роутера расположились вентиляционные решетки для лучшего охлаждения. У устройства 7 несъемных антенн, которые также выполнены в треугольном форм-факторе. 2 антенны отвечают за 2,4 ГГц сеть Wi-Fi, а 4 антенны за 5 ГГц. И центральная антенна за подключение различных девайсов умного дома IoT. Кроме этого, на центральной антенне IoT присутствует светодиод индикации успешной загрузки прошивки роутера, который повторяет светодиод на передней панели. Кроме этого, на корпусе есть 2 светодиода индикации нормальной работы роутера и подключения. В случае проблем с подключением, то этот светодиод не будет гореть. Если будет проблема с прошивкой роутера, то нижний светодиод будет гореть оранжевым цветом. И еще больше сюрпризов мы увидим, если повернем роутер на 180 градусов. Основной приятный бонус — это наличие комбинированного LAN-порта со скоростью 2,5 гигабит в секунду. Кроме этого, порт может быть в роли высокоскоростного LAN-порта для подключения, допустим, домашнего файлового хранилища. Тогда вот этот у нас становится LAN-портом. Остальные LAN-порты гигабитные. Каждый из интернет-портов имеет светодиод индикации работы. Чуть далее у нас расположился порт подключения питания и кнопка, отвечающая за сброс или подключение к Mesh-сети. Нижняя часть роутера выполнена с перфорацией. Монтаж на стену не предусмотрен, только установка на поверхности. Для этого по краям нашего роутера присутствуют 4 прорезиненные ножки. Откручиваем единственный винт вот здесь вот под наклейкой. И аккуратно пластиковая карточка по периметру устройства для разъединения его частей. Я не буду разбирать, потому что есть случаи, что люди разбирали и потом собирали уже полностью неработоспособный роутер. Я же хочу вам показать его далее. Подключение антенн роутера слева направо 5 ГГц, 2,4, 5, IoT 5 ГГц, 2,4 и опять 5 ГГц. Над нашей платой вот здесь в материнской расположен довольно массивный радиатор. На задней части находится металлическая пластина, которая не только удерживает массивный радиатор, но также отводит тепло от компонентов на плате. Теплопроводящие наклейки присутствуют. Здесь за интернет-подключение отвечает 100 тысяч модуль LG2410-5DF. За Wi-Fi 5 отвечает чип Qualcomm QCN9024, который работает в паре с 5G FEM QPF4588. Вот здесь вот справа расположились усилители радиочастоты 5G QPF4588-8OAS7, и для каждой из антенн свой усилитель сигнала. По сути, такие же усилители применяются на модели 3600. За 2,4G отвечает чип QPX5080, который работает в паре QPF 4288. За усиление сигнала отвечают 2 модуля 4288 7E4P. Для IoT у нас отдельный чип QCA9889 и отдельная антенка. Поддерживает как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц подключения. Модуль QCA8081 для работы с Ethernet-портами. Поддерживает 6 различных протоколов Ethernet. Память собрана на модели EM6HE16EWA-KG10. Это DDR3 512 мегабайт. Первым делом я бы рекомендовал установить плагин перевода RU-Mi Wi-Fi. Делается это просто. Ищем по ключевому слову RU-Mi Wi-Fi, устанавливаем и активируем его. Подключаемся к роутеру или по
Wi-Fi. Для этого ищем Wi-Fi с названием AX6000XX или же используем Ethernet подключение. Далее переходим по уже привычному для роутеров Xiaomi адресу 192.168.31.1. При первом запуске нам будет предложено выбрать режим работы роутера, указать пароль для входа или использовать такой же пароль для Wi-Fi подключения. Вводим пароль администратором и попадаем в настройки нашего роутера. Веб-морда практически не изменилась, если сравнивать ее с другими роутерами семейства Xiaomi. В главном меню отображается статус устройства, количество подключенных устройств, MAC адрес, версия прошивки устройства. Тут же можно посмотреть установленный пароль для Wi-Fi сети, если вы его забыли. Также можно дополнительно посмотреть все подключенные устройства, при необходимости ограничить выход в сеть интернет, нажав на определенный выключатель, переключатель. Или проверить настройки и скорость интернета. Для скачивания приложения для смартфона вызываем верхнее выпадающее меню и сканируем QR-код, который перебросит на установке приложения Mi Home. В меню настройки первым делом нам предлагает настроить Wi-Fi соединение. Здесь же присутствует возможность объединить Wi-Fi 2,4-5 ГГц в одну сеть, но на практике этого делать я не рекомендую. Иногда девайсы с 2,4 не могут нормально подключиться. Как и для 2,4 ГГц, так и для 5 ГГц уже можно использовать новый протокол шифрования VPA 3. Если в доме есть устройство, которое не поддерживает это шифрование, можно включить гибридное шифрование VPA 3, VPA 2. Понравилась ширина радиоканала Wi-Fi 5, которая может достигать 160 МГц. В дополнительных настройках мы можем отключить Wi-Fi 6, перейдя сугубо на 5 ГГц. Так отключить технологию также MIMO, поиск умных устройств экосистемы Xiaomi и быстрое их подключение к Mi Home. В настройках интернет можно выбрать один из трех видов подключения к сети интернет, статический IP-адрес DHCP по умолчанию или настроить PPOE подключение. Тут же можно переназначить WAN порт с первого на второй физический порт. Это будет удобно, когда ваш провайдер не может обеспечить скорость выше 1 гигабит в секунду, а дома есть устройство по типу файлового хранилища, которое может работать с портом выше 1 гигабит в секунду. Если таких устройств нет, я рекомендую оставить так, как есть. Скорость этого самого порта можно вручную ограничивать как 2,5 гигабит в секунду, так и перевести в режим 1 гигабит или вообще в 100 мегабит. В дополнительных настройках можно клонировать или заменить MAC-адрес устройства и переключить режим работы в роутера в режим беспроводного или проводного маршрут-репитера. Если перейти на вкладку «Безопасность», то можно отключить вход в административную часть по Wi-Fi соединению. Также добавить устройство в черный список, сменить пароль администратора или разрешить только устройством из белого списка управлять маршрутизатором. На вкладке «Локальная сеть» можно изменить пул выдачи DHCP адресов и сменить на локальный IP-адрес, более привычный 192.168, допустим, 1 или даже 0, как вам будет удобно. Тут же можно задать статическую привязку выдачи IP-адреса определенному оборудованию по MAC-адресу. Устройство предварительно должно быть подключено к нашему маршрутизатору. Во вкладке «Состояние» мы можем проверить состояние прошивки, обновить ее и при необходимости посмотреть логи устройства, сбросить до заводских настроек, также в принципе создать резервную копию настроек, чтобы потом легко восстановить состояние роутера. В меню дополнительно можно ограничивать скорость загрузки или отдачи или включить умное распределение. Эта настройка будет полезна небольшим гостиницам или базам отдыха, чтобы один клиент не мог полностью загрузить весь канал. При необходимости на вкладке DDNS можно привязать статическое доменное имя, используя одного из нескольких провайдеров услуги. При желании можно создать правила перенаправления портов и на соответствующей вкладке. Там же можно включить и управлять устройствами в DMZ зоне. На вкладке VPN можно активировать защищенное подключение для обхода различных блокировок. Причем удобно, что можно указывать не только, к какому устройству использовать VPN, а также к какому сайту надо использовать это подключение. Последняя вкладка — это UPnP, Universal Plug and Play. Это архитектура многоуровневых соединений между персональными компьютерами и интеллектуальными устройствами. Например, установлен, дома. Откровенно, я никогда ей не пользовался. Так как у нас устройство поддерживает работу в Xiaomi Mesh, можно добавить этот роутер к существующей Mesh-сети или создать новую при наличии еще одного роутера. При желании роутер можно переименовать, чтобы не путаться, если у вас более одного роутера. Управление через мобильное приложение Mi Home. Переходим в приложение Mi Home. Используем поиск устройств для добавления роутера. Перед первым включением он мне настойчиво предлагал добавить роутер в экосистему умного дома Mi Home. Я его отклонил. Теперь придется добавлять устройство вручную. Используем поиск по устройствам Mi Home.
Если роутер был настроен через браузер, вводим пароль администратора. Если это будет первое подключение, также необходимо будет, как селф-версия, создать пароль администратора и Wi-Fi сетей. Не забываем указать место размещения и изменить название роутера. В главном меню программы можем наблюдать текущую загрузку на прием-передачу, а также подключенные к роутеру устройства. Xiaomi делает акцент на работу нескольких устройств нашей сети. Для этого сразу внесли отдельную кнопку для подключения и объединения устройств. Чуть ниже находится кнопка открытия пароля Wi-Fi, далее куча иконок с подписью на китайском языке. Откровенно, методом научного тыка я разбираться не хочу. Попробую установить русифицированное приложение Mi Wi-Fi. Приложение Mi Wi-Fi, регистрируемся или входим в приложение, можно использовать аккаунт из Mi Home. Для первого запуска и настройки надо быть подключенным к Wi-Fi сети именно этого роутера. В дальнейшем производить настройку или монitoринг можно с любой точки земного шара, где есть интернет. В основном окне программы отображается количество подключенных устройств, текущая загрузка канала роутера. При нажатии на центральный кружок переходим в меню просмотра подключенных к роутеру устройств. При выборе любого из устройств можно просматривать статистику использования трафика, силы сигнала, если это Wi-Fi, подключение, текущую скорость и отдачу девайса. Также можно добавить это устройство в черный список для подключения или активировать кнопочку с колокольчиком, чтобы будет приходить уведомление, когда устройство будет в зоне действия сети роутера. Удобно для мониторинга прихода-ухода наших детишек в школу. Также можно редактировать скорость отдачи или загрузки для каждого отдельного устройства. Для этого необходимо в общих настройках активировать эту функцию. Если устройство принадлежит ребенку, можно включить защиту доступа детей. Очень удобно фильтровать нежелательный контент в сети, время, проведенное в сети интернет ребенком и просмотр лог посещенных сайтов. В информации об устройствах такой девайс будет отображаться соответствующей информацией. Также можно сделать контроль доступа к определенным сайтам, создав черные или белые списки. И для каждого устройства у нас присутствует возможность просмотра информации о нем. Если перейти в меню плагина, тут можно полностью управлять настройками роутера. Эти настройки даже намного шире, чем в веб-интерфейсе. В настройках роутера можно изменить сетевые настройки интернета или VPN. При необходимости мы можем добавить еще администратора. В настройках Wi-Fi подключения все то же самое, что и в веб-интерфейсе. Подумали Xiaomi о безопасности самого роутера. Для тех, кто будет пытаться подобрать пароль, есть новости. Система его просто заблокирует. Уровень безопасности можно повысить или понизить. В меню оптимизация Wi-Fi система после предварительного сканирования предложит варианты оптимизации. Переключение на другой канал, увеличение мощности или, как в моем случае, предложила, что непонятно. Вот если перевести, мол, повысить безопасность Wi-Fi сети. Спасибо, откажусь. В меню центра безопасности можно управлять блокировкой вредоносных ссылок, автоматически включать антивирус при скачивании файлов, управлять антивирусом или сетевым бренд-малвером. При желании можно указать время работы Wi-Fi модуля, создавая различные расписания его работы. Если роутер установлен в спальне, индикатор на нем мешает, их можно отключить в меню переключателя индикатора панели. Тесты дальности. Тестировать роутерную дальность я буду совместно с другими популярными роутерами Xiaomi. Тут будут Xiaomi 3G, Xiaomi AC2750, Xiaomi AC2350 IOT и наш герой обзора Xiaomi AX6000. Все роутеры, кроме AC2150, находятся на одном этаже и в одной комнате. Вот сейчас в одной комнате с AC2350 у нас находится 3G. Сила сигнала AX6000 в диапазоне 2.4 немного не дотягивает до 2350. В диапазоне 5 ГГц плюс-минус все роутеры в одной комнате показывают одинаковые результаты силы сигнала. Если перейти на первый этаж, где находится роутер AC2350, то в диапазоне 2.4 AX уже идет ногу с AC21. В диапазоне 5 ГГц все примерно в одном уровне. Выходим из дома за забор. Тут уже в лидеры выходит AC2350, за ним следом AX6000 и AC2100. В диапазоне 2.4, вернее в диапазоне у нас пятерочки. В лидерах опять же AC2350, но AX уже 6000 на втором месте. Проходим немного далее, около 5-7 метров от дома. AC2350, AX6000 вырывается в лидеры, а в диапазоне 5 ГГц AX6000 уже лидер. Отойдя еще немножко дальше, AX6000 в диапазоне 2.4 и 5 ГГц выходит в полные лидеры. Двигаемся дальше. Лидерство AX не теряется во всех диапазонах, причем указывается самое маленькое расстояние до роутера. Продолжая движение, видим, что AC2150 уже отвалился, AX6000 также продолжает лидировать. Причем в сети 5 ГГц остались только AX6000 и AC2351. AC2350, простите. Отходим еще дальше метров на 7-10.
Тут уже на пределе подключения AC2100 минус 75 сила сигнала OX6000. Отойдя на 60 метров от дома, остался видимым только AX6000 и AC2350 в диапазоне 2,4 ГГц. Я буду отходить по чуть-чуть. И вот тут уже минус 75 сила сигнала о AX6000. Продолжаю движение, отдаляясь от дома. И судя по Google карте, я отошел на 92 метра от дома. Роутер продолжал держать связь со смартфоном, показывая 124 метра до точки. Даже на спид-тесте мне удалось получить смешные несколько мегабайт в секунду. И судя по Google карте, отошел я на 92 метра от дома, и роутер продолжал держать связь со смартфоном. Так что среди своих родственников роутер показал максимальную дальность связи. Тесты скорости. При использовании iPerf был последовательно запущен со следующими ключами. Просто тестирование 30 минут и 5, 3 потока и скачивание 1 гигабайта. Первый тест будем проводить в диапазоне 2,4 ГГц Wi-Fi. Подключение показывает 300 мегабит в секунду. Качество отличное. Спид-тест на загрузку показал 150 мегабит в секунду, а на загрузку только 42 мегабит в секунду. По результатам iPerf 1 гигабайт данных загрузился за 98 секунд при средней скорости 87 мегабайт в секунду. Я находился непосредственно в одной комнате с нашим роутером. Удаляемся в другую комнату. Между точкой тестов и роутером 2 бетонные стены и 10 метров расстояния. Качество сигнала не падает, а вот скорость скачивания уже упала до 50 мегабит в секунду. Загрузка держится в районе 45 мегабит. В принципе, нормальная для результатов 2,4 ГГц. Отходим в самый дальний угол. Теперь между нами 30 метров и 3 бетонные стены. Качество связи упало и отображается как 270 мегабит в секунду. Но при этом, если запустить спид-тест, то падает до 11 мегабит в секунду. В диспетче задач выше 500 килобит в секунду скорость не поднималась, а тот же тест показывал всего 0,21 мегабит в секунду. Очень странное поведение, если учесть, что 5,6 ГГц Wi-Fi там же работает вполне сносно, но это я немножко приоткрыл карты. Переходим к тестам 5 ГГц. Для этого в настройках роутера я поставил галочку «Совместимость с Wi-Fi 5». Тут я решил делать тесты смартфоном, так как в нем полноценный 5 ГГц Wi-Fi модуль, а не как в ноутбуке уже 6. Сила сигнала в принципе отличная, скорость тоже вполне нормальная, 387 мегабит в секунду, 216 на отдачу. Удаляемся в другую комнату. Между точкой тестом и роутером 2 бетонные стены, 10 метров расстояния, минус 53 dBm, и скорость даже немного возрастает на скачивание, 404 мегабит в секунду, и на загрузку у нас 199 мегабит в секунду. В самом дальнем углу, где 2,4 ГГц Wi-Fi выдавала минимальную скорость, сила сигнала 5 ГГц 63 dBm. Скорость 52 мегабит в секунду на 26 мегабит в секунду. И самый интересный тест — это наш Wi-Fi 6. Тест в одной комнате с роутером выдает подключение 1,7 гигабит в секунду. А тесты спид-тест 900 мегабит в секунду на скачивание, 851 мегабит в секунду на загрузку. Вот то есть после таких цифр и понимаешь, что провода уже скоро будут лишние. По воздуху почти 1 гигабит, это действительно круто. По тестам iPerf 3 потока как раз и получается тот самый 1 гигабит в секунду. И 1 гигабайт данных из сети можно скачать всего лишь за 17 секунд. Через 2 бетонные стены подключение уже 1,3 гигабит в секунду, а сила сигнала минус 59 dBm. Тут уже скорость немного ниже и составляет 779 на скачивание и 685 мегабит в секунду на загрузку. В тестах iPerf на скачивание 1 гигабайта данных понадобится нам уже 21 секунда. Самая дальняя комната 30 метров и 3 бетонные стены. 2,4 ГГц Wi-Fi тут же хоть и ловил, но скорость не давал. Подключение просаживается до 65 мегабит в секунду. Сила сигнала минус 81 dBm. Но скачивание по спид-тест 245 мегабит в секунду, а загрузка всего 17.
И судя по тестам iPerf, на скачивание 1 гигабайта данных уйдет 766 секунд. Вывод. Отличное домашнее решение, так сказать, на вырост. Не все мобильные телефоны или сетевые карты сейчас могут работать в Wi-Fi 6. А полностью раскрыть его мощность и скорость Wi-Fi на смартфоне могут только устройства с процессором Snapdragon 880 Volt. Это типа Xiaomi Mi 11. Но только технологии сейчас бегут вперед, и сейчас пусть даже 2,4 ГГц пробивает стены лучше, но скорость 30-40 мегабит в секунду уже явно маловато. А при наличии дома ТВ-приставок, смарт-ТВ, 3-4 смартфонах, так и подавно. В этом роутере отлично показывает не только новый Wi-Fi 6, но и современный 5 ГГц, который, как оказалось, в дальних углах показывает лучшую скорость, чем пробивной, в кавычках, 2,4 ГГц Wi-Fi. Ну а Wi-Fi 6, который в легкую выдает почти 1 гигабит в секунду, так вообще выше всяких похвал. В целом, отличие от более бюджетной версии 3600 это наличие 2,5 гигабит секундного порта. Дальнобойность 3600 одинаковая, но в отличие от 3600 устройство уже имеет более скоростной WAN порт. Но и самое главное, это полноценная работа 4 на 4 МИМО. При этом с полосой пропускания 160 МГц. Также не забываем про поддержку сети Mesh и получаем вполне современный роутер для современного, умного и не только дома. Если в принципе сравнивать с топовым AX9000, который уже использует технологию Wi-Fi 6E, тут думаю рановато. Но вот в отличие от X9000 отсутствие полноценного USB 3.0 порта для подключения внешнего жесткого диска это так минус. Можно было бы и установить его не только в топ-роутер, но и его в подтоп. Ссылки на проверенных продавцов этих роутеров в описании под видео. Не забывайте ставить лайк видео, если оно вам понравилось, задавать свои вопросы как под видео, так и в телеграм-канале, где вы можете ознакомиться не только с интересными новинками для умного дома и быта, а также получать купоны акций, просто задавать свои вопросы и общаться с нашим комьюнити. Всем пока-пока!